Сегодня мы, уже по хорошо сложившейся традиции, обсудим с вами самые интересные и нескучные новости из мира здоровья и медицины, накопившиеся за прошедший месяц. Здравствуйте, мои хорошие! В этом выпуске сахар приравняли к полноценным наркотическим веществам. Установлено, как любовь и секс влияют на организм человека. Советы Роспотребнадзора, в каких странах желательно не отдыхать этой осенью, чтобы сохранить здоровье. Почему ходьба улучшает настроение и многое другое. Мужчины-вегетарианцы пахнут приятнее всего. Австралийские специалисты узнали, как питание влияет на запах тела мужчины. Исследовав эту связь, они пришли к выводу, что запах тела можно сделать привлекательнее для представительниц противоположного пола. Привлекательным для женщин запах мужского тела делают фрукты и овощи. Был проведен эксперимент. Группе женщин предлагали оценить запах футболок, в которых ранее занимались спортом мужчины. То есть оценивался естественный запах мужского пота. При этом было известно, какие продукты преобладают в рационе участников мужского пола. Оказалось, женщинам больше всего нравился запах пота мужчин, потреблявших накануне овощи и фрукты. А вот запах мужчин, которые ели много мяса и отказывались от растительной пищи, привлекал женщин менее всего, вплоть до отвращения. В целом, запах вегетарианцев считался самым приятным. Растения превратили в фабрики по производству вакцины. Ученые использовали растения, чтобы получить вакцину против полиомиелита. Данная работа может изменить процессы производства и других вакцин. Это простой, дешевый и быстрый способ. В теории можно научить растения производить вакцины против вирусов Зика или Эбола. Вакцина против полиомиелита, о которой идет речь, напоминает полиовирус, но без начинки. То есть внешне у нее есть все признаки и свойства, позволяющие натренировать иммунитет. Отсутствие начинки гарантирует безопасность вакцины. Вакцину вырабатывает растение родственник табака. Чтобы добиться такого результата, ученым пришлось изменить метаболизм растения. Сначала они создали материал для генетического кода, который позволил бы сформировать внешнюю оболочку полиовируса. Его усилили, соединив с материалом из других вирусов, обычно заражающих растения. Данный материал, точнее инструкции, поместили в почвенную бактерию, которой заразили растения. Инфекция укоренилась, растение прочитало генетические инструкции и начало производить вакцину, частицы, напоминающие вирус. Листья растения смешали с водой, а потом из смеси выделили готовую вакцину. Ее протестировали на животных и сравнили с оригинальным вирусом. Оказалось, по трехмерной структуре вирусы вакцины были практически идентичны, что объясняло эффективность последней. Сахар приравняли к полноценным наркотическим веществам. Сотрудники Института сердца Святого Луки пришли к выводу: сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством, подобно кокаину, по производимому эффекту. Сахар меняет настроение, дает наслаждение, провоцирует человека на поиск сладкого. К примеру, было установлено, что мыши чаще делают выбор в пользу сахара против наркотика. По словам ученых, углевод вызывает более сильную зависимость, чем алкалоиды. Родители могут заранее обеспечить ребенку успех в школе. Новое исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, показало, обучение в домашних условиях в первые годы жизни ребенка существенно влияет на его достижения в школе. Так, у детей, чьи родители снабжают их учебными материалами, книгами, развивающими игрушками, участвуют в процессе обучения и беседуют с ними на важные темы с младенчества или раннего детства, раньше развиваются когнитивные способности. Благодаря этому такие дети хорошо учатся в школе. Ученые следили за группой детей с рождения до 5 класса и обнаружили, что раннее обучение в домашних условиях способствовало развитию когнитивных функций у детей. 3 основными факторами, положительно влиявшими на развитие речи и других способностей, были участие детей в учебной деятельности, качество взаимодействия между детьми и родителями, наличие учебных материалов, например, книг и игрушек. Эксперты рассказали, как любовь и секс влияют на организм.
Психологи установили, секс полезен для мозга человека. Любовь тоже полезна, но по-другому. Любовь делает человека глупее, а секс умнее. Причина кроется в особенностях биохимических процессов, которые при разных состояниях стимулируют выработку в организме отличающихся по свойствам гормонов. Так, любовь отключает части головного мозга, связанные с познавательными функциями. Правда, параллельно усиливаются творческие способности и улучшается эмоциональный фон. А вот секс же, наоборот, улучшает когнитивные способности. Во время секса повышается уровень дофамина, помимо прочего, позитивно влияющего на память. И наблюдения за пожилыми людьми, сохранившими сексуальную активность, подтверждают наличие повышенной концентрации дофамина. Роботы нового поколения переворачивают представление о лечении антибиотиками. Микроскопические роботы – будущее медицины. В этом убеждены сотрудники Университета Калифорнии. Они успешно протестировали такие устройства для лечения мышей. С их помощью специалисты доставляли антибиотики в организм мышей с бактериальной инфекцией в желудке. И успешность методики оказалась значительно выше, чем при пероральном приеме препаратов. Известно, желудочный сок способен подавить активность некоторых антибиотиков. А вот микророботы используют желудочный сок в качестве топлива. Их магниевое ядро реагирует соком, образуя пузырьки. Это не только обеспечивает роботам движение, но и снижает кислотность. Само по себе движение улучшает показатели пребывания антибиотиков на выстилке желудка, где скапливаются бактерии. Через сутки уровень кислотности возвращается к исходному, а микророботы растворяются, не оставляя неприятных последствий. Какие страны Роспотребнадзор не советует выбирать для отдыха этой осенью? В первую очередь воздержитесь от поездок в Азию. Вьетнам представляет эпидемическую угрозу из-за повышенного риска заражения лихорадкой Денге. Здесь с начала года уже зафиксировано более 80 тысяч случаев заболеваний. 24 человека скончались. По данным Роспотребнадзора, в столице Вьетнама, Ханой, зарегистрировано 13 тысяч заболевших. Наибольшее количество заболевших отмечено в городах Ханой, Хошимине и Дананге. Также выпущены рекомендации в отношении Индии. В этой стране наблюдается тревожная ситуация с гриппом. Здесь зарегистрировано более 2000 случаев заболеваний вирусом гриппа А, H1N1. Из них более 600 случаев закончились летально. Львиная доля заболевших и умерших приходится на город Мумбаи, штаты Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан. Сейчас проводится бесплатная иммунизация населения против гриппа, дезинфекция мест общественного пользования, информирование населения о мерах профилактики. Но местное население не спешит прививаться против гриппа и поздно обращается за медицинской помощью, уже заразившись. Это сводит профилактические меры на нет. Эпидемия гриппа может пойти на спад после муссонного сезона осенью. Роспотребнадзор советует перед поездкой в Индию за 2-3 недели до выезда в эту страну сделать прививку против гриппа. Уже прибыв на место, в местах массового скопления людей следует пользоваться медицинской маской, в отеле мыть руки с мылом. В США проснулась бубонная чума. Выявлены новые факты заражения людей и животных этим заболеванием. По данным Аризонского отделения Министерства здравоохранения, от чумы в июле-августе этого года погибали дикие собаки. При этом ветеринарная служба Нью-Мексико сообщила, что с начала текущего года по 11 августа в регионе зарегистрировано 22 случая заражения чумой у белок и 3 у людей. Большинство инцидентов приходится на штаты Аризона и Нью-Мексико. Что касается так сильно раздутой в прессе ситуации относительно Турции, в связи с вирусом Коксаки, сотрудники Роспотребнадзора и Ростуризма намереваются лично ее проверить. Проверку проведут в местах, где зафиксировано наибольшее количество обращений. Роспотребнадзор заверяет, что внимательно отслеживает каждый случай заболевания российских туристов, которые выехали в Турцию после 11 августа. Также, по словам главы ведомства, туроператоры, агенты и компании, которые не уведомили туристов об угрозе, будут наказаны. Согласно информации на 4 сентября, с июля этого года почти 60 россиян, преимущественно дети, заразились вирусом Коксаки в провинции Анталья. Еще 11 августа российская сторона признала условия на юге Турции небезопасными для туристов. В Ростуризме поддержали это решение. Вирус не боится низких температур и сохраняется в воде. Вирус в основном поражает маленьких детей при попадании с водой, пищей через грязные игрушки, руки. Роспотребнадзор настоятельно советует туристам учитывать данную ситуацию при планировании поездок.
Суперкомпьютер из Китая бьет рекорды в точности и скорости постановки диагнозов. Китайские ученые разработали роботизированную систему, диагностирующую у человека целый спектр заболеваний. Созданный искусственный интеллект анализирует симптомы пациента. Затем он определяет диагноз и предлагает оптимальный способ лечения. Точность вынесенных искусственным интеллектом диагнозов на 20% выше, чем при стандартных способах диагностики. Идея практического применения такова. Компьютер проверяет симптомы пациента и сразу же определяет диагноз, а врач впоследствии должен только подтвердить диагноз. Было доказано, система способна за 4,8 секунды поставить диагнозы 100 пациентам с точностью в 98%. Компьютер также предлагает лучший способ лечения. Он располагает данными десятков миллионов историй болезней. Известно, что создавался специальный шаблон для определения 30 с лишним болезней, к примеру, туберкулеза или депрессии, с определенным процентом неверных диагнозов. Помимо анализа уже заложенной информации, система накапливает опыт и самостоятельно развивается. Каждые 2 недели программа обучается диагностировать новое заболевание. Какой грипп этой осенью будет терзать россиян? Эпидемии гриппа в этом году россиянам не удастся избежать, предупреждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В текущем эпидемическом сезоне россияне могут столкнуться сразу с 4 штаммами вируса гриппа. Ожидается приход нового штамма свиного гриппа А, H1N1, и 2 прежних вариантов вируса гриппа А, H3N2. В сезонную вакцинацию включен гонконгский грипп и прошлогодний вариант вируса гриппа типа Б. Попова подчеркивает, надо прививаться. В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги на иммунизацию более чем 40% всего населения Российской Федерации. Будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов, а еще и частные деньги. То есть количество населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%. Надеемся, будет даже больше. Важно понимать, что прививки прошлого года не защитят от нового штамма. Заходить в самолет первым опасно. Многие авиакомпании сначала сажают в самолет пассажиров первого класса, а потом приглашают остальных. Новое исследование, проведенное в университете Аризоны, показало, такой способ посадки существенно увеличивает вероятность распространения болезней. Риск повышается даже в том случае, если болен всего 1 человек. По словам исследователей, половина пассажиров должна заходить в самолет спереди, а половина сзади. Благодаря этому пассажиры будут контактировать на 27% меньше. Зависимость от интернета опасна для мозга. По словам экспертов из Индии, интернет-зависимость тесно связана с раздражительностью, тревогой, навязчивыми мыслями и действиями. Кроме того, она сказывается на отношениях с другими людьми и общем состоянии здоровья. Специалисты сравнивают зависимость от интернета с наркоманией. Ученые заявляют, началась настоящая эпидемия интернет-зависимости. Люди проводят много времени в интернете, ищут разную информацию. Из-за поступающей информации нейронные сети, связанные с когнитивными функциями, постепенно активируются. Это увеличивает риск импульсивности и возникновения проблем с рабочей памятью. Интернет-зависимость затрагивает ряд областей мозга, включая гиппокамп, центр памяти, полосатое тело, связанное с наградой, и префронтальную кору, отвечающую за ряд важных функций. Наибольшему риску негативных последствий зависимости от интернета подвержены дети и подростки, так как их мозг активно развивается. Если хотите похудеть, взвешивайтесь каждый день. С такой рекомендацией выступила доктор Меган Батрин из университета Дрекселя. Контроль веса помогает людям отказаться от вредной пищи и толкает их к здоровому образу жизни. Дело в том, что людям очень важны маленькие победы, изменения в весе. Это ежедневное позитивное подкрепление здорового поведения. Был проведен эксперимент с 294 женщинами с разным весом. В самом начале исследования измерялся процент жира и индекс массы тела. Проверка повторялась через полгода и 2 года. Также женщины рассказывали о том, как часто они взвешивались. В среднем, если женщина взвешивалась минимум раз в день, она реже набирала вес, и ее индекс массы тела был ниже, чем у остальных. Причем это было актуально даже в том случае, когда у женщины изначально был значительно повышен вес.
Мощная альтернатива антибиотикам была найдена отечественными учеными. Российские специалисты из Новосибирска работают над препаратами бактериофагов нового поколения и коктейлями из них. Это, по их словам, станет мягкой и безопасной альтернативой антибиотикам. Отметим, что 2 года назад была открыта бактерия, устойчивая к колистину, антибиотику последней линии действия. И случаи заражения бактериями с множественной лекарственной устойчивостью выявляют с завидной регулярностью. Все это заставляет ученых искать альтернативы антибиотикам. Бактериофаги представляют собой вирусы, которые уничтожают бактерии, но не заражают клетки человека. Их широкое применение началось еще в довоенном СССР. В природе существует примерно 10 в 31 степени бактериофагов. Каждый из них имеет средний размер примерно в 50 нанометров. Недавно сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН выделили новые бактериофаги как против традиционных патогенов, так и против недавно распространившихся возбудителей инфекций. Эти бактериофаги уже успели спасти пациентов с синдромом диабетической стопы от ампутации. Также новосибирские ученые сумели вылечить болезни органов дыхания, сложные венерические инфекции, инфекции желудочно-кишечного тракта, вызванные устойчивыми бактериями. По мнению отечественных ученых, современные препараты на основе бактериофагов появятся в продаже уже к 2025 году. Ходьба улучшает настроение. Сотрудники университета Айовы обнаружили, достаточно погулять всего несколько минут, чтобы настроение улучшилось. Дело в том, что движение у нас ассоциируется с поиском пищи и вознаграждения. В 3 экспериментах приняли участие сотни студентов, не знавших цель исследования. Участники 1 и 2 экспериментов гуляли в течение 12 минут по кампусу с другими людьми или ходили по зданию университета в одиночку. Другие группы смотрели фото либо видео аналогичных прогулок по кампусу или корпусу университета. Ученые установили, что у добровольцев, которые гуляли, настроение было лучше. Положительный эффект отмечался даже у тех участников 2 исследования, которых перед прогулкой напугали, сообщив, что им нужно будет потом писать эссе на 2 страницы. В ходе 3 эксперимента студенты в течение 10 минут смотрели видео о галерее Сааччи. Первая группа сидела, 2 стояла, а 3 ходила по беговой дорожке. Исследователи выяснили, у тех студентов, которые ходили, настроение оказалось лучше, чем у участников из 2 других групп. А на сегодня это все. Не болейте. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где вы найдете еще больше нескучных и полезных новостей. Ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!